Всем привет! Вы на канале Tasty Food. Впереди праздники. И если к вам приходят гости, которые любят суши, либо любите их вы, то сегодня я вам хочу порекомендовать суши-торт. Это не просто суши-торт, это горячий суши-торт, который готовится с красной рыбой. Но самый главный его секрет — это сырная шапочка, которой практически никто не знает секрет, как правильно ее приготовить. Обязательно приготовьте торт по этому рецепту, поверьте, он вас удивит. В первую очередь для этого рецепта мне понадобится слабосоленая красная рыба. Как засолить рыбу за 2 минуты есть уже на моем канале. Также я буду использовать сыр Филадельфия. Мне понадобится рис для суши, соль, сахар, рисовый уксус. Также я буду использовать помидоры. А для сырной шапочки мне понадобится сыр, майонез, чеснок, яйцо, очень острый соус. Любая намазка рыбная, либо можно ее заменить просто икрой щуки, либо икрой мойвы. Также буду использовать соус терияки и листы нори. Вот и все. Приступаю. Как правильно готовить рис? Конечно же, есть много рецептов, но у меня есть самый лучший рецепт. Рис нужно в первую очередь очень хорошо промыть под проточной водой, чтобы вода, когда с него стекала, была полностью прозрачной. Отправляю промытый рис в кастрюлю. Риса у меня 200 грамм. Здесь 200 грамм риса и примерно 250 миллилитров воды. Теперь рис нужно обязательно посолить. Теперь накрываю крышкой и ставлю на огонь. И жду, пока рис закипит. После того, как рис закипит, нужно его обязательно размешать, чтобы он не прилип к дну. Уменьшаю огонь до самого минимального. И буду варить где-то 10-12 минут, не открывая крышку. Потом убираю с огня и даю еще минут 10 постоять, чтобы он просто немного набух. Рис начал закипать. Теперь я убрал крышку. Немного помешаю, чтобы он не прилип к дну. Накрываю крышкой и буду варить на самом маленьком огне 10-12 минут под закрытой крышкой. Прошло 12 минут. Смотрите через крышку, какой уже красивый рис. Не хочу открывать крышку, просто убираю с огня. И пусть постоит еще 10 минут. Теперь подготавливаюсь для риса, пока он остывает. Подготовил деревянную доску. Теперь к рисовому уксусу добавляю сахар. И уксус у вас должен быть обязательно комнатной температуры, ни в коем случае не из холодильника. И хорошо размешаю, чтобы сахар полностью растворился. Смотрите, сахар полностью уже растворился. Как раз прошло 10 минут. Рис выкладываю на деревянную доску. Пока рис еще теплый, выливаю уксус с сахаром. И с помощью пластиковой либо деревянной лопатки просто его распределяю по доске. Слегка перемешиваю. Посмотрите, какой красивый рассыпчатый рис получился. Варите именно по этому рецепту, не прогадаете. 2 листа нори нужно обрезать по диаметру вашей разъемной формы. Слабосоленую красную рыбку нужно нарезать тонкими кусочками. Самое главное, уберите снизу шкурку. Теперь мелкими кусочками нарежу спелые помидоры. Нарезанные помидоры желательно убрать в друшлаг, чтобы лишняя жидкость просто ушла. Теперь займусь знаменитой сырной острой шапочкой. Сыр натру на мелкой терке.
Теперь сыр отправляю в удобную посуду. Яйцо нужно обязательно взбить. Яйцо нужно обязательно добавить, если вы хотите, чтобы у вас сырная шапочка получилась красивая. Добавляю взбитое яйцо. Также добавлю майонез. Кетчуп табакос. Если вам мало остроты, добавьте еще красного перца. Икру. Рыбную намазку. И для пикантности нужно выдавить пару зубчиков чеснока. Теперь все хорошо размешаю. Рис делю примерно на 3 равные части. Форма у меня диаметром 15 сантиметров, и все ингредиенты рассчитаны на нее. Первым слоем выкладываю рис. И рис нужно слегка утрамбовать по форме. А теперь выкладываю просто Филадельфию и выравниваю по рису. Следующим слоем выкладываю лист нори. Теперь опять повторяю слой риса. Слегка утрамбовываю деревянной ложкой. Опять выкладываю Филадельфию и размазываю по рису. На этот слой выкладываю помидоры. И также немного выравниваю. Я считаю, что этот горячий суши-торт нужно обязательно готовить с помидорами, а не с огурцом и авокадо, потому что мне не нравится запеченный вкус огурца и авокадо. Теперь опять выкладываю лист нори. Выкладываю оставшийся рис. Опять выравниваю по форме, слегка утрамбовываю и опять смазываю сыром Филадельфию. Теперь выкладываю слабосоленую красную рыбку.
А теперь всю эту красоту сверху закрываю красивой сырной шапочкой. Теперь нужно обязательно нагреть духовку до 180 градусов. И отправлю этот сказочный и вкусный торт в духовку. Посмотрите, какая красивая румяная сырная шапочка получилась. У меня этот торт в разогретой духовке до 180 градусов провел 20 минут. Но все зависит от духовки. Сейчас немного остынет и буду разрезать и пробовать. Ну что, вот тортик и готов. По желанию можно украсить соусом терияки и красной икрой. Самое время его попробовать. Как же это вкусно. Если вы такой вкусный торт и необычный подадите на праздничный стол, поверьте, он на столе разойдется первым, потому что он до такой степени вкусный. Вот попробуйте и напишите мне комментарий, как получилось вкусно. Пока!